Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня мы с вами уделим внимание 5 июля. Поговорим, что из себя представлял День Евсея по народным приметам, почему именно сегодня нельзя было покупать новые вещи и почему именно сегодня, 5 июля, вы могли написать определенные слова и отказаться в своей жизни от всего старого, ненужного и мешающего вам жить в изобилии и в достатке. Более подробно далее в этом видео. А прямо сейчас подпишитесь на канал Эзотерика для тебя, ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми, кому действительно эта информация будет полезна и важна. 5 июля отмечается народно-христианский праздник Евсеев день. По-другому его называют День Евсея, Ульянин день и День Ульяны и Евсевия. И этот день еще называли Днем встреч и романтики. И наши предки знали, как именно в этот день, 5 июля, можно было обрести душевное спокойствие. Наши предки также и говорили, что и именно этот день – это день исцеления души и тела. Поэтому именно 5 июля люди отправлялись в лес для того, чтобы собрать целебных трав и заготовить немного веников для бани. По традиции, в тот же вечер отправлялись париться в самой бане, используя свежие веники. И это обещало по народным приметам крепкое здоровье на весь год. Если 5 июля родился человек, то ему в этот день покровительствовала сосна, пихта и ель. Считается, что в трудную минуту человек может прийти в лес и обнять дерево-покровителя, попросив у него помощи, и скоро ему удастся обрести душевный покой. 5 июля еще называли Днем встреч. Говорили, что если накануне Ульян не нашел свою Ульяну, то теперь уже она сама пошла его искать и нашла. И на Евсеевия продолжали заготовку сена. Сенокос делился на два вида – сладкий и горький. К первому относились травы, которые еще не вызрели и не выстоялись. Если же сенокос желтел, то есть перестаивал, и его называли горьким. Преимуществом горького сенокоса было то, что именно с него получали больше сухой массы, поскольку перестоянное сено почти не усыхало. И в этот день каждый хозяин старался как можно быстрее привезти сухое сено домой. И перед тем, как сложить его в стог или на чердак, отбирали определенную часть сена для обрядовых нужд. И эта трава должна была быть мягкой, ароматной и с живокостом. С этой травы делали также подушки и для покойников. 5 июля ни в коем случае колодец не должен быть грязным, особенно накануне праздника Ивана Купала. Это считалось нашими предками большим грехом. Так нужно было почистить свои колодцы, потому что Евсеев день является самым благоприятным днем для этого. В таком случае вода в колодце будет особенно чистой и здоровой. Однако при очищении прислушивались к некоторым народным приметам. Запрещалось чистить скважину в дождь или подпускать в момент чистки беременную женщину, иначе вода могла просто испортиться. Не следовало кушать и у колодца в этот день, так как в нем могли завестись жабы. А чтобы вода всегда стояла чистой, в колодец добавляли немного освященной воды. И чтобы не причинить никому вреда в этот день, наши предки носили в этот день веточку полыни или чертополоха. Именно эти травы отпугивают злые силы и сдерживают все нечистое.
Вы знаете, у этого дня есть и достаточно хорошее значение. Почему? Потому что именно растения сегодня становятся чудотворными. Люди, которые сегодня отправляются в лес, получат там не только хорошее настроение, но и очистятся и телом, и душой. А травы, собранные 5 июля, будут исцелять от всех болезней еще целый год. А чтобы избавиться от душевной тоски, нужно пойти в лес, где растут хвойные деревья, и обнять дерево-покровитель. Это может быть сосна, ель или пихта. И вся хандра покинет вашу душу, и душа ваша запоет. Вы знаете, в этот день, 5 июля, запрещено было приобретать новые вещи, особенно одежду. В народе говорили, что любая покупка, которая будет совершена в этот день, окажется неудачной. Если приобрели вы технику, то она очень быстро сломается. Одежда вам быстро надоест, а обувь со временем вам не подойдет. Поэтому лучше всего перенести шопинг на другой день. Радость и удовлетворение они вам точно не принесут 5 июля. Нельзя в этот день кого-либо обманывать. Будьте честны перед собой и близкими вам людьми. Преподобный Евсевий не любил, когда люди лгали. Поэтому стоит быть сегодня откровенным, если вы хотите, чтобы святой разгневался на вас. В этот день запрещалось сквернословить, стоит подбирать каждое слово. Поэтому не конфликтуйте сегодня с людьми, чтобы не доводить себя до такого состояния, когда хочется сказать плохое слово. Также в этот день нельзя жаловаться, злиться на кого-либо и находиться в плохом настроении. Само собой, не всегда, конечно же, нам, людям, удается проконтролировать себя, свое настроение. Однако следует быть спокойным, уверенным в себе и отвечать сегодня только по делу. Не идите на поводу у плохих людей, промолчите. Это будет самым наилучшим решением именно сегодня, 5 июля. Люди, которые родились именно 5 июля, сами по себе энергичны и доброжелательны. Но к их слабым сторонам можно отнести капризность и чрезмерную эмоциональность. В качестве талисмана им следует носить малахит. И в этот день, 5 июля, вы можете провести один ритуал. Вечером 5 июля напишите на листке бумаги перед сном все то, от чего вы бы хотели избавиться в жизни. Например, проблем со здоровьем, от токсичных отношений, от одиночества, от вредных привычек, от финансовых проблем. Учтите, когда вы будете писать, ни в коем случае не должны быть указаны имена людей. После этого, как вы написали, зажгите свечу и сожгите этот листок в пламени свечи. А пепел развейте на улице. При этом вы можете обратиться к Богу с просьбой устранить все ваши недостатки. И обращаем ваше внимание, представляете, когда будет сжигаться ваш листочек на огне, как огонь сжигает негативную энергию ваших бед. Пепел соберите на тарелку, помним, соблюдаем правила безопасности и развейте через открытое окно, сказав вслух следующие слова. Я отпускаю в своей жизни все старое, ненужное, все мешающее мне быть эффективным, радостным, гармоничным и счастливым. Да будет так. Итак, вы можете развеять на улице, или другой вариант, если вам по каким-то причинам сложно выходить на улице, вы этот пепел можете развеять через открытое окно или выйдя на балкон. И обязательно скажите вслух эти сильно действующие слова, которые помогут вам стать действительно гармоничным, счастливым, радостным, и пусть ваша жизнь будет в изобилии всегда и везде.